Торговая марка Tenka представляет вашему вниманию серию электрических котлов Premium Plus. Модели этой серии могут выступать в качестве как основного, так и вспомогательного устройства в системе отопления помещений площадью до 360 квадратных метров. Котлы данной серии изготавливаются мощностью от 6 до 36 кВт. Подключение возможно в однофазные или трехфазные сети с напряжением 220 или 380 вольт соответственно. Эксплуатируются только в системе закрытого типа. Котлы мощностью от 6 до 9 кВт имеют один блок тенов, от 12 до 36 кВт двухблочные. Представленная серия отличается наличием встроенного микроконтроллера и программной системой управления и контроля работы котла. Данная модель имеет цифровой дисплей для удобной настройки и отображения сервисной информации от 3 температурных датчиков, которые настраиваются по температуре воздуха и теплоносителя. Регулировка датчиков по температуре воздуха от 7 до 40 градусов Цельсия, по теплоносителю от 10 до 75 градусов Цельсия. Микроконтроллер осуществляет управление блоков ТЭН и реле, а встроенный программный счетчик электроэнергии ведет статистику и оптимизирует работу. Бесшумная работа при коммутации обеспечивается твердотельным реле с водяным охлаждением. Эксплуатация котла возможна только в закрытой системе отопления. Котел имеет 3 ступени мощности. Все модели серии Premium Plus укомплектованы циркуляционным насосом фирмы Grünfuss, производства Дания, расширительным баком Zilmit, Италия, объемом на 7 литров, предохранительным клапаном, автоматическим воздухоотводчиком, цифровым датчиком давления с рабочим диапазоном от 0 до 3 бар. В котле встроен недельно-суточный программатор, которым можно управлять дистанционно через интернет с помощью Wi-Fi модуля. Дистанционное управление котлом возможно с любого веб-браузера вашего мобильного устройства, либо приложения на Android или iOS. Ссылка на приложение есть на сайте компании Tenka. Также на сайте есть демо-версия с пробной видеоинструкцией использования приложения. Логин и пароль для непосредственного беспроводного управления котлом с помощью Wi-Fi модуля – это серийный номер вашего котла. Оптимальный объем теплоносителя и сечение проводника для подключения к сети приведены в таблице. Корпус котла обязательно должен быть заземлен проводом сечения не меньше проводом подключения питания. Детально про монтаж и настройку смотрите дальше. Сначала необходимо снять крышку корпуса, выкрутивши винты, удерживающие ее с помощью крестообразной отвертки. Закрепите котел на стене с помощью 2 дюбелей через специальные отверстия для крепления на задней панели котла. Интерфейс системы понятен и выполнен в контрастной цветовой схеме. Включаем кнопку «Сеть», идет самодиагностика системы. Проверяется насос и силовые каналы. Далее отображается версия ПО. При загрузке через несколько секунд открывается раздел «Меню. Индикация». Подраздел «Экран 1», где собраны основные параметры котла. Здесь мы видим, в первой строке отображается статус насоса и статус нагрева, если он включен. Вторая строка отображается температура воздуха, установленная и текущая. Текущая температура отображается только при подключенном датчике воздуха. Далее мы видим строку, в которой указан диапазон и текущее значение температуры подачи теплоносителя и обратки. Далее в этом режиме меню регулируется текущая температура воздуха кнопками вверх и вниз. Далее мы видим, что стрелка, которая появилась рядом со значком насоса, указывает, что сейчас запущена пауза насоса. Также в левом верхнем углу дисплея мы можем видеть отображение не только символа H, но и символа T, который указывает на включение ступени нагрева. Если рядом с символом T стоит цифра, то это указывает на количество ступеней работы. Надпись «Воздух» в поле режимов указывает на то, что котел поддерживает постоянную температуру воздуха, заданную в данном диапазоне.
Надписи D и T, ВИК T в поле режимов оповещают о включенном суточном или недельном программаторе. Надпись PMT в поле режимов указывает на включение режима поддержания минимальной температуры. Если вместо индикации включенных ступеней отображаются две цифры, разделенные дробью, это означает включен режим модуляции. Надпись «Внешний» в поле режимов указывает на включенный режим внешнего термостата. В разделе «Экран 2» дублируется состояние нагрева и насоса из раздела «Экран 1», а также отображается текущее время и давление в котле, если котел оснащен датчиком давления. Две верхние строки данного раздела служат для индикации статусов насоса и нагрева. Верхняя – имена полей, нижняя – статусы этих полей. Возможны варианты: ON – включен, OFF – выключен, Error – неисправность. Если не активирована функция модуляции, то вместо полей ступень 1 и ступень 2 будет отображаться надпись «Нагрев». При отображении статуса Error в полях состояния нагрева необходимо получить более детальную информацию, перезапустив котел и дождавшись отчета о диагностике силовых каналов. Переходим в раздел «Экран 3». Этот пункт меню служит для отображения текущих даты, времени и дня недели. В разделе «Статистика» осуществляется просмотр собранных данных о потраченной котлом электрической энергии за выбранный период времени в интервале от 1 до 30 суток. В разделе «Мониторинг» выводится служебная информация о котле. Это дата производства, серийный номер, версия прошивки, мощность котла и счетчик сброса статистики. Был произведен сброс или нет. Раздел «Температура» состоит из трех подразделов: подача, обратка и ПМТ. Подача позволяет установить температуру теплоносителя в подающем трубопроводе котла. Диапазон значений, при которых нагрев будет отключен, это 10-75 градусов Цельсия. И диапазон значений для возобновления нагрева от 1 до 9 градусов Цельсия. Обратка. В данном подрежиме мы также можем выставить пороговые значения для включения и выключения нагрева в тех же диапазонах температур, только в обратном трубопроводе. ПМТ. Подраздел ПМТ обозначает поддержание минимальной температуры теплоносителя. В этом режиме мы можем настроить диапазон температур воздуха, при которых нагрев будет включен либо отключен. Диапазон на отключение 7-17 градусов Цельсия, на включение 7-15 градусов Цельсия. В разделе «Насос» мы также задаем интервалы времени на включение и выключение насоса в диапазоне от 1 до 15 минут. В разделе «Время» необходимо выставить правильные значения времени для корректного отображения статистических данных и работы недельно-суточного программатора. Изменение даты пользователя невозможно, так как выставлено уже при производстве. В разделе «Статистика» производится сброс статистических данных. Раздел «Таймер» позволяет настроить функцию таймера котла и имеет три режима: таймер выключен, суточный таймер и недельный таймер. В данном разделе по умолчанию таймер выключен, и мы видим надпись OFF. Для активации суточного таймера в поле таймера выбираем значение суточный. Далее настраиваем 10 точек. Для этого в поле точка выбираем ее номер и также выставляем время и температуру. Температура воздуха, выставленная в указанное время, будет автоматически поддерживаться устройством. Для того, чтобы таймер в установленных по времени точках выключал котел, в поле температура мы выставляем OFF.
Для активации недельного таймера мы устанавливаем значение недельный. Здесь те же настройки, что и в суточном. Только 10 точек настраиваем отдельно для каждого дня недели. Важно помнить, что для корректной работы таймера необходимо заполнить все 10 точек. В разделе «Дисплей» мы можем настроить яркость подсветки ЖК-экрана самого котла и значение тайм-аута. Если мы выбираем значение тайм-аута 99 секунд, подсветка будет гореть постоянно. В разделе «Сброс» производится сброс до заводских установок. В разделе «Сервис» входим в пункт меню «Блокировка». Эта настройка позволяет выключать из конфигурации один или несколько датчиков температуры. Эта функция может быть полезна в случае, когда нужно отключить датчик воздуха для того, чтобы котел работал только учитывая температуру теплоносителя. При этом функция таймер, ПМТ и модуляция будут недоступны. Паузы включения и выключения насоса тоже не будут работать. Насос при этом работает постоянно. И в случае, когда необходимо отключить неисправный датчик температуры. Следует помнить, что нельзя отключать оба датчика температуры теплоносителя, так как нагрев теплоносителя без данных о его температуре грозит аварией. При заводских настройках активны все 3 датчика температуры. Это видно в правом столбце по символам D. Далее мы переходим в раздел «Диагностика», где можем включать либо отключать периодическую диагностику силовых каналов, которая также по умолчанию включена. Переходим в раздел «Конфигурация». В этой настройке регулируется мощность котла в частях от номинальной. При заводских настройках мы видим, все ступени мощности выключены. Это сделано для того, чтобы пользователь не включил нагрев ТЭН при незаполненной системе отопления теплоносителем. После монтажа котла в систему и заполнив ее теплоносителем, пользователь может подключить одну или обе ступени мощности. Напомним, что ступень 1 – это треть полной мощности котла, ступень 2 – это 2/3 полной мощности котла. Соответственно, включение обоих ступеней – это полная мощность котла. При активации функции модуляция мощность котла рассчитывается автоматически. Следующий раздел – датчики. В этом разделе есть возможность выбора одного из 3 датчиков для контроля температуры воздуха. При выборе проводной, в данном случае это датчик, который идет в комплекте с устройством и подключается в верхний разъем на корпусе котла. Также внешний, которое может быть любое независимое от котла устройство. И радиодатчик. Торговая марка Tenco – это качество, надежность, доступность.